Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня хочу вам показать, как связать вот этот красивый мотив. Мотив простой, вяжется быстро и легко. Здесь всего 2 ряда. Для начала вязания нам нужно сделать кольцо. Заходим под нить, захватываем рабочую нить и вытягиваем петельку. Провязываем одну воздушную петлю. Провязали 4 воздушные петли. Теперь нам надо провязать в кольцо 3 столбика с двойным накидом. Мы делаем двойной накид на крючок, заходим в кольцо и провязываем столбик с двойным накидом. Оставляем на крючке, двойной накид на крючок. Вводим крючок в кольцо и провязываем столбик с двойным накидом. Оставляем на крючке. Двойной накид на крючок, заходим в кольцо и провязываем столбик с двойным накидом. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей, 1 воздушная. У нас получился пышный столбик, состоящий из 4 столбиков с двойным накидом. Теперь нам надо провязать 2 соломоновые петли. Мы вытягиваем петлю, захватываем рабочую нить. У нас в соломоновой петле есть вот здесь 3 нити. Мы заходим под первую и провязываем столбик без накида 1. Вытягиваем еще соломоновую петлю, провязываем, заходим под первую нить и провязываем столбик без накида. Мы связали 2 петли. Далее двойной накид на крючок, заходим в кольцо и провязываем 4 столбика с двойным накидом 1. Оставляем на крючке. Двойной накид на крючок 2, двойной накид 3, оставляем на крючке, двойной накид 4, на крючке 5 петель, провязали все одной петлей, 1 воздушная. У нас получился второй лепесток. Вытягиваем нить и провязываем соломоновую петлю. Вытягиваем нить и провязываем соломоновую петлю. Провязали. Двойной накид на крючок, заходим в кольцо и провязываем 4 столбика с двойным накидом. Первый оставили на крючке, второй оставили на крючке, третий оставили на крючке, четвертый. На крючке 5 петель, провязали все одной петлей, 1 воздушная. У нас получился третий лепесток. 2 соломоновые петли, вытягиваем нить, 1 петля и вторая. Провязали. Двойной накид на крючок, заходим в кольцо и провязываем 4 столбика с двойным накидом. Первый столбик провязали, оставили на крючке, второй столбик, третий столбик, четвертый столбик. На крючке 5 петель, провязали все одной петлей, 1 воздушная. Мы связали 4-й лепесток.
соломоновая петля, 1, 2. В конце ряда мы затягиваем ниточку, которая у нас была на кольце. Заходим в макушку первого лепестка и привязываемся соединительной петлей. Мы с вами связали первый ряд. Ниточку можно отрезать, она нам больше не нужна. Вот так это выглядит. Здесь мы ниточку затягиваем, прячем. Излишки отрезаем. В любой лепесток в макушку и привязываем новый цвет. У нас есть соломоновые петли. Мы заходим в первую, 2 нити мы будем обвязывать 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Остаточек ниточки, который у нас не довязался, можно обрезать. Далее мы набираем 2 воздушные петли, берем готовый элемент и заходим в него и провязываем еще 2 воздушные петли. Мы заходим в следующую арочку и обвязываем 2 нити 8 столбиками с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Мы заходим в следующий элемент, в соломоновую петлю, и провязываем еще 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, нам надо набрать 2 воздушные петли, зайти в этот угол,
и провязать еще 2 воздушные петли. 1, 2. Элементы мы соединили. И далее вяжем по кругу. Заходим в следующую соломоновую петлю под 2 нити и провязываем 8 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Заходим в следующую петлю и провязываем еще 8 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Остаточек ниточки можно отрезать. Провязали. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это на тот случай, если у вас будет край. А если будет следующий элемент, значит мы вяжем точно так же. 2 воздушные, заходим в арочку готового элемента и провязываем. Заходим под 2 и провязываем 8 столбиков с накидом в соломоновую петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И надо чередовать. У нас получается, где угол, там у нас вот 4 воздушные петли. Где у нас стеночка вот этой цепочки из 4 воздушных петель нет. Вот сейчас мы вяжем стеночку, мы сейчас 4 воздушные петли вязать не будем. Мы переходим сразу в следующую петлю и провязываем еще 8 столбиков с накидом. 1, в следующую соломоновую петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так как у нас здесь угол, мы набираем 4 воздушные петли. Заходим в соломоновую петлю под 2 нити и вяжем 8 столбиков в одну петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В конце ряда мы заходим в макушку лепестка
И соединительной петлей закрываем ряд. Вот так выглядит элемент. Простой, я хотела с вами им поделиться. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А всем пока-пока.